Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также удачных посевов и проращивания семян. Сегодня у нас посевной агрогороскоп на ноябрь 2022 года, время киевское. Многие спрашивают по поводу посева семян эустомы, а у меня еще до сих пор цветет эустома, некоторые кустики. Вот я принесла свеженькие цветочки, хотя у нас уже было ночью даже около нуля. Это первое такое похолодание. Но вот очень много вопросов по поводу посева в ноябре. Я вам сейчас расскажу, когда это лучше сделать, и дам рекомендации выбрать лучший период. Но давайте все по порядку. Итак, начинаем рассмотрение посевного агрогороскопа на ноябрь. Первый день ноября будет в знаке Водолей. Мы ничего в это время не делаем. И плюс ко всему очень сложные энергии перехода Луны из первой во вторую фазы. В Водолее ничего не сеем. И у нас будет и 2 ноября такое время. Только вечером в 20:48 Луна перейдет в знак Рыбы. Но это очень позднее время. Поэтому что можно делать будет 3-4, когда будет продуктивное время Луны, растущая Луна, время перед как раз полнолунием, сожженным путем полнолуния и полным лунным затмением. Вот что можно делать. А можно 3-4 ноября проращивать семена для витаминных салатов. Очень ценная вещь. Многие это делают, спрашивают. Вот, пожалуйста, мы тоже, кстати, это делаем. А также можно высадить лук и чеснок для получения витамина зелени. Это растущая луна, это не для репки. Можно в какие-то емкости на подоконнике высадить, в теплицу, для того, чтобы получить вот эту витаминную зелень. Можно посеять семена различных салатов, зеленых культур, только в том случае, если у вас есть условия для выращивания зеленых культур на подоконниках или в отапливаемых теплицах. Итак, 3-4, видите, хорошие дни для части работ с посевами. Идем дальше. Это у нас уже вторая фаза перед сожженным путем полнолуния. 5 будет переход Луны в знак Овен. Это снова же вторая фаза, я неспроста говорю. Поэтому в Овне можно было бы, если бы это была бывающая Луна, можно было использовать для посадки лука и чеснока на репку. Но в данном случае Овен, растущая луна, можете посадить лук и чеснок для получения только витамина зелени. Получится очень большое количество вот этих зеленых перышек. Очень хорошо для тех, кто занимается подзимними посевами в Овне, посеять семена прямо ароматических культур. Если у вас уже такая погода, этот вопрос задают чаще всего сибиряки, пожалуйста, вот это для вас подсказка такая. Это можно сделать 5 и 6. Но 6 постарайтесь до 12 часов дня эту работу сделать. А затем начинается с 13 часов 5 минут сожженный путь полнолуния. Подготовка к тому прекрасному событию, которое у нас произойдет 8-го. Полное лунное затмение и само полнолуние. Жаль, конечно, что это Телец, и в Тельце пройдут вот эти сложные космические события, но мы это все пройдем и найдем другие периоды для того, чтобы использовать продуктивное время для посева и посадок в ноябре. Итак, у нас получается 6 после 13 часов ничего не сеем, не высаживаем, 7, 8, дальше идем 9 Телец, видите? И уже 9 после 15:38 переход Луны в Близнецы. И 10 вот этот сожженный путь полнолуния, эти энергии будут работать до 13 часов. Но вот затем уже можно в Близнецах, можно сделать для северян подзимний посев цветочных растений. Они очень любят, уважаемые сибиряки, можете использовать при благоприятной погоде, сейте семена цветочных растений. Ну, а те, кто будут в доме сеять семена эустомы, близнецы можно использовать. Близнецы покровительствуют всем цветам. Можно 11. Смотрите, это сразу же после сожженного пути полнолуния. Очень хорошие энергии в близнецах, но в заранее увлажненную землю. Не поливайте в день посева.
Вот это первый период, когда можно будет посеять семена эустом, если очень спешите и хотите пораньше получить рассаду, и в следующем году высадить ее. Вот период 10 после 14 часов можете это делать, и 11 все 24 часа. Идем дальше. Дальше у нас период уже, это у нас уже началась убывающая луна. Что можно в раке сделать? А это будет 12, 13, 14 до 12 часов. Мы можем снова же установить на проращивание семян для получения витаминных салатов. А также высаживать лук, чеснок для витаминной зелени. Репка не получится, потому что, особенно для тех, кто в открытом грунте высаживает, на репку не высаживайте, в раке будут болеть все растения и гнить, тем более весна ожидается влажная, прохладная и долгая, поэтому вы просто потеряете лук и чеснок при посадке вот в этот период, хотя это убывающая луна. Рак не используем для этой работы. И он не хранится, этот чеснок. То, что болеет и не хранится, и собирать там почти нечего. Итак, мы с вами уже разобрали 12, 13, 14. Все, что нам нужно для получения витамина зелени, для проращивания витаминных салатов, мы в эти дни делаем. Идем дальше. Вот когда можно на репку посадить лук и чеснок. Во льве он хорошо будет и храниться, и устойчив будет против различных заболеваний. Это будет 14 после 15 часов 30 минут во льве и 15 все 24 часа. Вот это то, что можно во льве делать. Затем будет 16 переход Луны из 3 в 4 фазы. Это снова же во льве произойдет. И далее уже 17, вот у нас 17, будет переход Луны из знака Лев в знак Девы. Это произойдет ночью, в 3 часа 4 минуты уже будет Луна в знаке Дева. И здесь будут находиться вот 17 до конца суток, 18, 19 до 12 часов 58 минут. Но дело в том, что Луна без курса с 10 часов 49 минут 19. Так что можно вот этот период продуктивный, только занимаемся проращиванием семян для витаминных салатов. Причем в Деве можно проращивать любые семена. Здесь уже в этой фазе, 4 фазе, ничего не высаживаем, не высеваем, хотя это цветочный знак. Увы, в этом состоянии лучше уже не высаживать ни цветы, не высевать, ни подзимние посевы, ни посадка луковичных. Это ничего не делается в этот период. Мы идем, уже приближаемся ко времени Гекаты, черной луны и новолуния. А зато уже в последующие дни очень хороший период, уже 19-го. После 13 часов Луна уже будет в знаке Весы. И здесь будет находиться 20 и 21. 21 используем до 12 часов 30 минут. Это время для посева моркови и других корнеплодных овощей. Это именно подзимние посевы семян вот этих корнеплодных овощей. Постарайтесь, вот это сибиряки снова же будут. Те, кто живет в теплых регионах, пожалуйста, не спешите. У нас еще будут периоды возврата и тепла, и будет очень много воды, будет смывать семена, поэтому сибиряки, они выращивают в коробах, и там вот высевают, делают подзимние посевы, поэтому им это удобно делать, и все нормально будет. Итак, мы разобрали, что в дни весов мы высеваем семена моркови и других корнеплодных овощей. Проводим подзимний посев. Поехали дальше. Видите, вот оно уже время Гекаты. И 21-го вот в весах Луна перейдет вечером в Скорпион в 19:17. Практически вот кусочек времени, если есть вечером желание, можно проращивать семена, не более. Но и тоже это черная луна, такого быстрого проращивания не будет. Лучше уже подождать, посмотрите, что у нас происходит 22-го, 23-го в Скорпионе, а затем 24-го и 25-го. Это сложный период рождения новой луны. Здесь будет 24 и 25 в знаке Стрелец.
находиться Луна. Вот оно новолуние у нас 24 ноября. Это время новолуния и время черной Луны. И в этот период мы ничего не сеем и не высаживаем. Зато подготовьтесь к концу месяца. Вот те, кто собирается сеять семена эустомы. Видите, я желтым выделила. Просто я в прошлом году в декабре посеяла семена эустомы на растущей луне. Очень хороший знак. Кстати, козерог и телец мне больше всего нравятся. Очень хорошие крепкие растения. Долго цвели. Все лето и осень. Где-то середины июня началось цветение. И до сих пор они у меня находятся на улице. В кустах надо уже будет срезать для того, чтобы получить свои семена. Прекрасные цветы. Я снова же возвращаю этот цветочек поближе. Вот это прекрасная эустома даже в октябре месяце. И уже вторая половина октября, к завершению идем, а на юге еще до сих пор цветет в открытом грунте эустома. Так вот, почему я снова же возвращаю вас к этим дням? Дело в том, что я-то собираюсь в декабре сеять. В прошлом году этот посев меня очень порадовал. Но если вы собираетесь в ноябре, вот одна из дат, которая очень хорошая, тоже для того, чтобы получить крепкие, здоровые саженцы, а затем прекрасные растения. Вот этот период 26-27 в Козероге. И это растущая луна. Это после черной луны. Знак очень хороший и время прекрасное. Здесь можно использовать этот период и для вершков, и для корешков. В первую очередь про цветам можно посеять семена эустомы на рассаду. Будут прекрасные тоже и растения, и цветы будут, и здоровые растения. И этот же день подходит для посадки на репку озимых чеснока и лука. Кстати, планирую тоже на эти дни посадку своих озимых лука и чеснока. Очень хорошее время. Ну и можно еще для сибиряков, если температура еще позволяет, погода позволяет, естественно, можно еще высевать семена корнеплодных овощей в Козероге. Это очень хорошее время. Видите, уникальные дни всегда вот эти знаки, если после сожженного пути полнолуния и если сразу же после Гекаты, очень хорошие периоды, мы уже это испытали. И вершки, и корешки прекрасно получаются. Ну вот такие у нас эти хорошие дни, на них, в принципе, завершается хороший период, посевной период, а далее у нас до конца месяца, видите, красные рамочки. Далее будет Водолей 28-го, Луна в Водолее, не посевное время, зимой тем более. 29-го тоже Водолей, а вот переход Луны будет из первой во вторую фазу в Рыбах 30-го. Здесь тоже никаких посевов, посадок мы не проводим. Вот такой у нас сегодня красивый агрогороскоп с цветком эустомы. А теперь пришло время сделать скрин посевного агрогороскопа на ноябрь 2022 года. Напоминаю, время киевское. Вот сейчас мы вот так устанавливаем. Вы теперь можете видеть каждый день, когда что можно делать, когда нельзя что делать. Ну, а мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, всегда шлем вам самые наилучшие пожелания. Пусть все ваши семена взойдут и подарят вам хороший урожай. Хорошего вам настроения, успеха во всех ваших посевных и посадочных делах, тепла и уюта в ваших домах. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!